Я знаю, что летом абсолютно всех, будь то фанаты из Америки или из России, потрясла новость о том, что Никита Задоров подписал шестилетний контракт с Бостоном на общую сумму в 30 миллионов долларов. Никита Задоров в свое время успел зарекомендовать себя как один из главных хитеров всей лиги. Возможно, летом или осенью было сложно делать какие-то выводы, но сейчас самое время. Позади половины сезона, пауза, можно сесть и спокойно разобраться. Coming up. Now I lost it. Вы на канале Где Маклюшка Чувак, и сегодня вы узнаете, какова же ситуация у Никиты Задорова в Бостоне, как он адаптировался в новой команде, соответствует ли он ожиданиям и надеждам, возложенным на него. А главное, что ждет его дальше, может обмен? Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие разборы и самые горячие новости из мира хоккея. А если хотите еще больше инсайдов и обсуждений, переходите в наш телеграм-канал, там всегда интересно. Погнали! Кто такой Никита Задоров? Для тех, кто не особо следил за его карьерой, Никита Задоров родился в 1995 году в Москве. Начинал в столичной школе Белых Медведей, а уже в сезоне 11-12 взял серебро с Красной Армией в МХЛ, после чего уехал покорять Северную Америку, в Лондон Найтс, Канада. Уже через год Никиту выберут на драфте НХЛ 2013 года под общим 16 номером, после чего Задоров подпишет с Баффало контракт новичка на 3 года. Но по-настоящему закрепиться и зарекомендовать себя в НХЛ получилось только в Колорадо. 28 range. Oh! Now watch. Where does he get him? Дальше были Чикаго, 3 года в Калгари, но летом 24 года его карьера сделала неожиданный для многих поворот. Он подписал 6-летний контракт с Бостон Брюинс на 30 миллионов долларов. Многие относились к этому скептически, и не только хейтеры из родной страны. Да, в России у Задорова репутация неоднозначна, я бы сказал, что скорее большинство фанатов хоккея его недолюбливает, так как помимо своей игры он известен очень громкими высказываниями на политические темы. Этого мы с вами касаться не будем, все-таки сегодняшний видос посвящен Задорову в первую очередь как хоккеисту. В той же Америке я знаю, что его очень ценят за его силовую манеру игры. Так, окей, с биографией разобрались, но как он оказался в Бостоне? Вот смотришь на его игру, на его статистику и не скажешь, что это лидер команды, претендующий на Кубок Стэнли. Во всяком случае, перед сезоном мы Бостон именно так и воспринимали. Последний сезон Задорова в Калгари выдался действительно неплохим, он зачастую получал высокие оценки от аналитиков и от тренера по итогам матча. Тогда он набрал 21 очко, что для оборонительного защитника довольно классно. После такого замечательного сезона Задоров вместе со своим агентом Дэном Мильштейном поверили в себя и захотели заключить долгосрочный контракт, и знаете, не прогадали. На Никиту действительно был спрос. Да, Калгари не могли себе такое позволить, но Бостон в итоге оказался идеальным вариантом. Мишкам уже несколько сезонов требовался жесткий, опытный защитник, который мог бы добавить физики и агрессии в оборонительной зоне. Вопрос был в том, оправдает ли Никита возложенные на него ожидания, сможет ли справиться с таким грузом ответственности. Прошло уже больше половины сезона, и можно делать первые выводы. Вот что говорят нам цифры. Никита в сезоне 24-25 сыграл 57 матчей, отметился 3 заброшенными шайбами и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил плюс 16, что, кстати, для текущего сезона Бостона действительно классно. У того же Захи плюс 4, у Лори минус 12, у Карла плюс 3. Маковой идет в нуле. Да что там, Задоров лучший по показателю плюс-минус во всем Бостоне. И это далеко не единственный показатель, по которому Никита лидирует в команде. Угадайте, что это? Может, хиты? Нет, это штрафное время, но хиты тоже. По штрафному времени у Никиты 117 минут за эти 57 матчей. Кстати, сейчас посмотрел, в лиге это тоже первое место. Ближайший преследователь Брэди Ткачук со 101 минутой штрафа. На площадке же Никита проводит в среднем 20 минут 21 секунду. В Бостоне это третье место после Линхельма и Маковоя. А что там по силовым, за которые его так ценят в команде? Тут Никита лишь на 31 месте в лиге, 140 хитов в 57 матчах. Это в среднем 2,45 хита за матч. Вы, наверное, скажете, что 31 место — это совсем не то, что ожидали от него в Бостоне.
Возможно, но в прошлом сезоне Никита хитовал реже, 2,36 хита за матч, а в сезоне 22-23 этот показатель вообще составлял 2,12 хита за матч. Так что наоборот, есть прогресс как минимум в сравнении с прошлыми сезонами. А всю и даже более подробную статистику вы сможете найти у меня в телеграм-канале, переходите и подписывайтесь. Пожалуй, хватит статистики, как там дела у самого Бостона. Брюинс уверенно держится в пачке команд, отчаянно сражающихся за место в плей-офф. Таких команд 6, а места всего 2. Бостон на данный момент 4-й в этой битве. Да, команда переживает перестройку после ухода Патриса Бержерона и Дэвида Крейчи. Началась смена поколений. Хотел я сказать, что оборона в целом остается сильной, и роль Задорова в ней быть тем самым парнем, который зачищает пятачок и уничтожает соперников, но не все так радужно. Бостон пропускает очень много. Больше них шайбу из своих ворот доставали только 8 команд лиги, и все они по уровню на данный момент действительно ниже Бостона. Но дело не только в обороне, нападающие не дорабатывают, Свейман проводит свой, наверное, худший сезон, по забитым шайбам тоже все печально, там они даже за пределами топ-20. Сможет ли Задоров отработать свой контракт и закрепиться в Бостоне? Я думаю, да. Вряд ли он будет обменен в ближайшие годы, а на фоне Бостона, в частности его партнеров по обороне, Никита как минимум не разочаровывает. Если вам понравился такой разбор, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам игра Задорова в этом сезоне, и подписывайтесь на канал. А еще заходите в наш телеграм, там всегда свежие новости, мемы и обсуждения. До встречи в следующих выпусках.